Привет, друзья! Видео сегодня будет небольшим, но я не могу не поделиться очередным интересным прибором из моей коллекции. Это вот такой замечательный радиометр Zebra 3. Суть дела в том, что никакой информации об этом приборе в интернете нет, равно как и документации на радиометр. Где он сделан, кем и для чего, неизвестно. Но название у него в какой-то мере необычное, и когда я его увидел, сразу захотел купить. Радиометр Zebra 3 представляет собой массивное устройство. Габариты корпуса 175 на 85 на 40 мм. Он довольно тяжелый, весит почти 800 грамм. Корпус стальной, магнитится и окрашен в серый цвет. На передней панели расположен индикатор прямо по центру прибора. Сверху нанесено наименование радиометр Zebra 3. Сбоку подписи к кнопкам управления, а снизу указан серийный номер устройства 010. Как я предполагаю, это продукт какого-то мелкосерийного производства, выполненный по заказу лаборатории или промышленности. Предположительно, как минимум 10 экземпляров Zebra было выпущено. Но где находятся остальные и почему о приборе нет никакой информации, мы не знаем. А также нет сведений, существовали ли Zebra 1 и Zebra 2. Кстати, все надписи выполнены методом гравировки. На нижней части корпуса имеется разъем для подключения блока питания. А сзади полностью открытое окно, сквозь которое виден высокочувствительный слюдяной счетчик C8B. Этот счетчик способен регистрировать все три вида излучения – альфа, бета и гамма. Никакой механической защиты у счетчика нет. И даже удивительно, что он до сих пор цел и невредим. Впрочем, состояние прибора очень хорошее. Нет участков с облезлой краской, как это часто бывает у приборов, бывших в эксплуатации. Есть лишь мелкие сколы, и, что интересно, под облупившейся эмалью видна грунтовка, то есть покрытие наносили вполне грамотно. Zebra питается от 9-вольтового блока питания и имеет встроенный аккумулятор. Собственно говоря, прибор работает именно от аккумулятора, а сетевой блок нужен только для его подзарядки. Используется довольно распространенная модель D210M. Но несмотря на то, что на корпусе указано 5 вольт, он переделан под 9 вольт. Когда источник питания подключен, загорается красный светодиод. На правой боковой панели расположен блок управляющих кнопок. Кнопка «Вкл» включает прибор. Кнопка 2.10 позволяет установить длительность цикла измерений – 2 либо 10 секунд. Далее идут два переключателя поддиапазонов. Верхняя кнопка включает подсветку экрана. В нажатом состоянии она не фиксируется. У Zebra есть три измерительных поддиапазона. Как вы уже поняли по обозначениям, радиометр подсчитывает количество импульсов в секунду. Когда все кнопки отжаты, активирован самый младший режим, в котором прибор может определять активность до 100 импульсов в секунду. Если нажата кнопка 1000, диапазон увеличивается до 1000 импульсов в секунду. А при нажатой кнопке 2 умножить на 10 в третий, максимальный предел скорости счета составляет 2000 импульсов в секунду. Теперь давайте попробуем Zebra в работе со слабым бета-источником. Сейчас у нас включен первый измерительный поддиапазон до 100 импульсов в секунду. Время цикла составляет 10 секунд. На экране мы видим результат измерений. На первом поддиапазоне можно проводить измерения только при 10-секундном цикле. Если включить 2-секундный режим, прибор считать не будет. Не знаю почему так, но думаю, что это сделано специально, поскольку за 2 секунды при редких импульсах получится слишком большая погрешность. Как вы заметили, по окончании цикла результат сохраняется на экране, а радиометр автоматически начинает новый цикл. Теперь давайте включим режим 1000 и снова подождем 10 секунд.
Источник у нас довольно слабый, поэтому цифры могут немного колебаться. Но в целом результаты будут схожими. Теперь возьмем более мощный источник излучения – урановое стекло. Попробуем измерить его на первом поддиапазоне. Ждем 10 секунд и сразу же получаем букву П на экране, что означает переполнение. Напомню, этот режим рассчитан до 100 импульсов в секунду. Поэтому включаем следующий поддиапазон, снова ждем 10 секунд. И получаем результат 115 импульсов в секунду. Этот поддиапазон можно использовать и в 2-секундном режиме. Вот как это работает. Поскольку активность источника достаточно высокая, то даже за 2 секунды собираются довольно точные показания. Теперь активируем третий поддиапазон, рассчитанный до 2000 импульсов в секунду. Здесь появляется запятая, а результат отображается уже в тысячах. И вот на индикаторе мы видим те же самые результаты. Третий поддиапазон также можно использовать в 2-секундном режиме. Счетчик C8B достаточно чувствительный и регистрирует большое количество импульсов. Он к тому же чувствителен к мягкому бета-излучению, поэтому отлично видит урановое стекло. Возможно, у вас возникнет вопрос, почему между первым и вторым поддиапазонами разница в 10 раз, а между вторым и третьим только вдвое. Ответ прост. 2400 импульсов в секунду. По норме это максимальная гарантированная скорость счета для счетчика C8B. При превышении мощности излучения счетчик захлебывается и не успевает восстанавливаться после прохождения импульсов высокой частоты. Моя гипотеза основана не только на данных из паспорта счетчика, но и на практическом опыте, и мы можем убедиться в этом с помощью мощного источника. Смотрите, когда он находится на некотором расстоянии от радиометра, мы видим вот такие цифры. Я приближаю источник к прибору, показания растут, что, казалось бы, очевидно. Но если поднести источник еще ближе к датчику, цифры начинают уменьшаться, потому что счетчик теряет способность работать в импульсном режиме. Для данного радиометра 2-3 тысячи импульсов в секунду – это предел, при превышении которого показания становятся недостоверными. А вот так, кстати, светится счетчик в темноте при срабатывании от мощного источника. Здесь же я покажу работу подсветки индикатора, однако вживую экранчик видно лучше, чем на камеру. Еще раз напомню, что счетчик C8B способен регистрировать и альфа-излучение, поэтому теоретически ZIBR можно использовать и при работе с альфа-источниками. Единственное, для определения истинной плотности потока необходимы формулы пересчета из импульсов в секунду в количество частиц за единицу времени с единицы площади. Такие формулы зависят не только от площади окна счетчика, но и от его эффективности в регистрации излучения конкретных нуклидов, что в свою очередь определяется энергией регистрируемых частиц или квантов. Это касается всех видов излучений. Чтобы убедиться в возможности работы с альфой, воспользуемся соответствующим источником излучения из школьного набора. Сначала измерим количество импульсов от открытого источника. Теперь накроем препарат листком бумаги и повторим измерение. Ждем 10 секунд. Разница между показаниями очень существенная.
И это говорит о том, что в первом случае счетчик замечательно фиксировал альфа-частицы от источника, а во втором случае частицы не могли пройти сквозь бумажный лист. Давайте теперь воспользуемся зебром на практике. Допустим, у нас стоит задача определить частоту продуктов питания. У меня есть вот такие грибы, про которые я ничего не знаю. В фоне у нас примерно 2 импульса в секунду. А теперь измерим пакетик с продуктом. Грибы вместе с фоном дают уже почти 5 импульсов, что однозначно говорит о том, что они загрязнены радионуклидами. В общем, что касается функционального исполнения радиометра, все сделано просто отлично, и логика у прибора очень грамотная. Теперь давайте откроем корпус и посмотрим, что у него внутри. Половинки корпуса держатся на 4 винтах. Первым делом нас встречает аккумуляторная батарея. 9-вольтовый аккумулятор с разъемом, как у кроны. Внутри сборка из 7 круглых элементов по 1,2 вольта. Емкость батареи 115 мАч, а номинальное напряжение 8,4 вольта. Этот аккумулятор – ровесник Чернобыльской аварии 1986 года, но он все еще живой и неплохо себя чувствует. Но я был рад узнать, что современные аккумуляторы такого же типа до сих пор производятся, причем в форм-факторе кроны, но с большей емкостью. Так что при необходимости заменить аккумулятор будет очень просто. Здесь мы видим плату индикации. На ней установлены счетчики, микросхемы К176 и Е2 и дешифраторы для индикатора К176 и Д2. Их всего 3, потому что, если помните, результаты измерений отображаются только 3 разрядами индикатора. Остальные микросхемы отвечают за включение десятичной точки и буквы П. Следующая плата, как я понимаю, логическая, если судить по микросхемам К176 ЛА7. На ней также расположены функциональные переключатели и светодиодный индикатор зарядки. Микросхемы реализуют режимы работы радиометра. Кстати говоря, зебр умеет сообщать о разряде батареи. Если напряжение низкое, на индикаторе появляется вот такой значок в виде перевернутой П. Далее мы видим тонкий фольгированный текстолитовый лист, который служит экраном от помех и закрывает счетчик. Плата высоковольтного питания и регистрации импульсов находится непосредственно возле самого счетчика. Обратите внимание, что сбоку установлен еще один медный экран, то есть счетчик изолирован от электроники со всех сторон. В целом прибор собран очень аккуратно. Платы похожи на заводские, провода уложены в связке, никакой халтуры. Самые свежие микросхемы и сам счетчик датированы 90-м годом. Следовательно, примерно в это время зебр и был изготовлен. Итак, радиометр зебр весьма любопытный и во многом уникальный образец приборостроения конца советского периода. Несмотря на то, что о нем нет никаких сведений, конструкция устройства, качество сборки и используемые элементы говорят о том, что он создавался не случайно. Скорее всего, это результат небольшого производства. Возможно, опытная партия, предназначенная для исследовательских измерений или радиационного контроля на предприятиях. С технической точки зрения Зебр-3 выглядит очень достойно. Надежный корпус, чувствительный счетчик C8B, простая, но функциональная логика управления, несколько диапазонов измерений и возможность автономной работы от аккумулятора. Все это делает прибор вполне полноценным инструментом даже по современным меркам, особенно если учесть его возраст. Приятно отметить, что даже спустя десятилетия Зебр-3 не только сохранился в рабочем состоянии, но и продолжает уверенно выполнять свои функции. Это еще раз подтверждает, насколько качественно проектировали и собирали технику в то время, с запасом по надежности и вниманием к деталям. В целом Зебр-3 отличный пример инженерной мысли своего времени. И пусть он остается загадкой с точки зрения происхождения,
Но именно такие приборы делают коллекционирование и исследование старой электроники по-настоящему увлекательным. Если кто-то из зрителей сталкивался с похожими устройствами или имеет документы по серии Zebra, буду рад, если поделитесь в комментариях. Возможно, вместе удастся восстановить историю этого прибора. Еще было бы интересно расшифровать название Zebra. Предполагаю, что BR – это бета-радиометр, а вот какие варианты УЗЕ, может, кто-то догадается. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать видео лайком, подпиской и колокольчиком. Впереди будет еще много интересных технических обзоров и редких находок из мира приборостроения. До встречи в новых выпусках.